Всем привет, дорогие друзья! Настало время заготовок на зиму. Сегодня у меня еще одна тема заморозки ягод. Замораживать свои фрукты или ягоды выгоднее и приятнее, чем покупать готовые пакеты в магазинах. Из них можно приготовить много чего вкусного и полезного. Давайте начнем. У меня 6 килограмма малины, 3 килограмма ежемалины, 4,5 килограмма сливы и 4 килограмма абрикоса. Абрикосы какие-то стрёмные попались, я не знаю, зачем я такие взяла. Но, как говорят у нас в народе, деньги платили. Будем делать. Варить, парить я ничего не буду, для того, чтобы сохранить все полезные свойства этих ягод и фруктов. Ягоды и фрукты я промываю под проточной водой. Удобнее это сделать в сите или в дуршлаке, чтобы вода сразу стекала. И дайте им полностью просохнуть, иначе в морозильнике они превратятся в сплошной ягодный ком. Малину я не мою, просто перебираю от мусора, отделяю целые и перебитые для пюре. Выложите в лоток ягоды в один слой. Не бойтесь, если некоторые ягоды будут соприкасаться. При желании их легко можно отделить руками при перекладывании в пакетики или в контейнеры, как вам удобно. Малину распределяю на поддоне и отправляю в морозилку. Еще важно не просто заморозить ягоды, но и сохранить их аппетитный внешний вид. Ведь зимой мы сможем украшать ими самые разные блюда и десерты. Для того, чтобы сохранить форму ежемалины, я кладу одним слоем в лоток, чтобы ягоды не соприкасались. В таком виде отправляю в морозильную камеру на 5-6 часов. 1 стакан ежемалины способен насытить организм витамином С, за счет которых ягода справляется с простудой. А более мягкие ягоды ежемалины я измельчаю в блендер, буду делать пастилу. Готовое пюре малины, ежемалины протираю через сито, убираю косточки. Перебитую малину я пробиваю через блендер, тоже буду делать пастилу. Поддон от сушилки смазываю растительным маслом, выливаю на него пюре и разравниваю лопаткой. У кого сушилка есть, я думаю, объяснять не нужно, в инструкции все указано. Сушить до того момента, пока верх пастилы не будет липнуть к рукам. Готовую пастилу можно скрутить в трубочку, завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Немного сливы я тоже решила поместить в сушилку. Удаляю косточки, кладу на поддон сушилки. И абрикосы также удаляю косточки, кладу одним слоем на поддон сушилки. Устанавливаю поддоны на сушилку, сверху кладу пастилу, закрываю крышкой и включаю в сеть.
Фрукты сушились у меня при 60 градусах около 20 часов, а пастила сушится примерно 7 часов. Если у вас нет сушилки, готовим по-старинному. Сушим на солнце или в духовке. На любую доску застилаем пергаментную бумагу и распределяем пюре по всей площади. В таком виде можно сушить на солнце или в духовке. Теперь второй вариант. На противень я застилаю специальный силиконовый коврик. Если нету такого коврика, можно на пергаментной бумаге. Выливаю нужное количество на коврик, распределяю, выравниваем лопаткой. Через мое сито косточки малины пролезли, мне они не мешают, я оставила как есть. Сушим в духовке до 70 градусов примерно 5-6 часов. И не забудьте дверцу духовки оставить чуть приоткрытую. Пастила уже готова. После остывания снимаю пастилу с коврика. Это делается очень легко. Смотрите, как интересно получилось. Подавать пастилу из малины можно к чаю, можно угощать детей. Любую пастилу можно сушить на открытом воздухе, в духовке или в сушилке для овощей. Многие предпочитают именно сушилку, так как он отличается удобством. Свою технику я заказывала через интернет. Я использую сушилку для овощей 3 в 1 «Великие реки» с функциями приготовления йогурта и десертов, плюс сушка фруктов и с поддоном для пастилы. Поддоны изготовлены из высокого качественного пластика, высота бортов хорошая, помещаются не только тонко нарезанные фрукты и овощи, у меня поместились сливы, абрикосы дольками. Преимуществом сушилки является большой объем, загрузка одного поддона это примерно 1 килограмм, а их 8. Это выходит очень выгодно. Можно одним разом высушить много продуктов или овощей. Продукты высыхают равномерно, без необходимости менять поддоны местами. Шум от вентилятора сушилки тихий, можно даже оставить сушилку включенным на ночь. Есть книжка с рецептами и инструкция по эксплуатации. После заморозки малину я пересыпаю в пакетики, можно также в контейнеры и отправляю на длительное хранение. Замороженные ягоды и фрукты можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев, при условии, что температура не выше минус 18 градусов. Кстати, при выборе морозильной камеры, на что стоит обратить внимание, это системе No Frost. Для заморозки фруктов и ягод идеально подходит система No Frost, которую в народе называют сухой заморозкой. Благодаря ей фрукты и ягоды сохраняют свой вид, не теряют свойства и витамины. А почему? Потому что этого льда просто нет. Уже замороженную ежемалину тоже пересыпаю в пакетики и отправляю в морозильник. Следующим я замораживаю сливы. С помощью ножа разрезаю пополам. Заморозить сливы можно половинками или четвертинками. Чтобы сливы не слипались в один комок, их нужно разложить на разделочной доске или в лоток. И в таком виде отправляю в морозильник на 4 часа минимум. Также абрикосы делю на 2 части, удаляю косточки. Кладу опять же в лоток и на заморозку. После заморозки все фрукты и ягоды быстренько перекладываю в пакетики и отправляю заготовки в морозильник. Такая заморозка очень легко хранится до года. Можно делать компоты на зиму, испечь пироги, можете сделать коктейли, что угодно.
Конечно же, ягоды или фрукты полезнее кушать в свежем виде, но, как мы все знаем, кустарник приносит плоды лишь один раз в год. Варенье делать я не хочу, хочется сохранить пользу свежих ягод, чтобы не разрушать витамины при термической обработке. Самым полезным способом это, конечно, является заморозка. И размораживайте зимой по мере необходимости. Всем спасибо за просмотр, желаю всем легкой работы на кухне, всем пока!